Всем привет, вы на канале Компьютерапия, и сегодня в этом коротеньком видео я покажу, как в Excel добавить кнопки для ваших макросов, как запускать их и как работать с данными на разных листах. Допустим, кнопки и данные у вас находятся на первом листе, а результат вычислений должен быть на втором. Так, для примера будем производить простое сложение двух чисел. Допустим, в ячейке А1 у нас будет число 2, а в ячейке Б1 тоже будет число 2. И далее разберем, как в ячейку C1 получить сумму чисел с помощью макроса. Для начала добавим пару кнопок, нарисуем их, пока без макросов. Скопируем эту кнопку и вставим ее ниже первой. Будем использовать ее для второго примера, для второго макроса. Переименуем ее кнопка 2. Для написания кода макроса перейдем в редактор Visual Basic. Добавим модуль, напишем первую подпрограмму test1. Объявим несколько переменных для значений ячеек. A, B, тип integer, цельночисленное значение. Теперь давайте получим значение ячеек в переменной. Обратиться к ячейкам на одном листе. Если у вас там же кнопка и данные через макрос, можно просто A равно cells в скобках 1,1. Всплывающая подсказка показывает, что это у нас row строка, а это у нас column, колонка, столбец. Допишем .value значение. Для пометки в комментарии напишем, что у нас идет в каком порядке. Col, row, на русском напишем строка, столбец. Для переменной b равно cells в скобках 1,2. .value, первая строка, второй столбец. Можно объявить здесь выше переменную c. Далее пишем c равно a плюс b. Выведем результат. Cells в скобках 1,3. .value. Первая строка, третий столбец равно c. Вот теперь мы присвоим для первой кнопки макрос test1 и посмотрим, что получится. Что же нам сделать, если нам нужно будет получать данные с разных листов или передавать полученный результат в другой лист? Для примера скопирую подпрограмму test1, вставлю ниже и переименую в test2. Для доступа к ячейкам на других листах перед ячейкой Cells укажем имя листа. Напишем sheets в круглых скобках, имя листа в двойных кавычках. В скобках мы пишем, что данные мы берем лист 1. Если кнопкой «Данные» на том же листе получаемую информацию можно так не оформлять. Но если вам нужно передавать результат вычислений на другой лист, например, лист 2, то вы должны указать имя листа. Теперь назначим макрос test2 для кнопки 2. Давайте изменю значение ячеек 2, 3 для примера. При нажатии на первую кнопку результат равен 5. При нажатии на вторую кнопку на лист 2 тоже результат равен 5. Если вам не нравится вариант записи cells с круглой скобки 1,1 и сложно запомнить, где что, где строки, а где столбцы, вы можете обращаться к ячейкам по их именам A1, B1, C1 через range. Это диапазон или адрес ячейки. Изменим cells на range в круглых скобках в двойных кавычках. Вам нужно будет указать имя ячейки на английском A1. Соответственно, здесь у нас будет range B1, ну и здесь у нас будет range C1. Результат не изменится. Запустим test2 и проверим. Вот так можно работать с листами книги. Кнопка может запускать макрос на одном листе, данные берем с другого, результат получаем в третьем. Укажем, что данные берем с листа 1 и листа 2. Полученный результат поместим в ячейку на второй лист. Напишите в комментариях, у кого все получилось, кто ничего не понял и кому было плохо видно. А на сегодня все. Кому было полезно это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых видео. И до скорого!